Приветствуем вас, друзья, на канале Фактограф. Сегодня мы окунемся в мир загадок и тайн, скрытых под водной гладью. Представьте себе величественные города, некогда полные жизни, сейчас покоятся на дне морей и океанов, окутанные легендами и мифами. Эти затопленные мегаполисы хранят в себе историю, которую мы едва можем себе представить. Как они оказались под водой? Что произошло с их жителями? Ответы на эти вопросы волнуют каждого, кто хоть раз задумывался над этой темой. В этом видео мы погрузимся в атмосферу таинственных руин и увидим захватывающие кадры с глубин. Мы покажем вам Порт-Роял, Тунис-Гераклион, Рунгхольд, Шичен и другие города, которые сегодня скрываются под толщей воды. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А теперь хватайте свои акваланги и давайте вместе нырнем в это удивительное приключение. Тунис-Гераклион, Египет. Тунис-Гераклион долгое время считался мифическим местом, плодом воображения древних историков. Пока в 2000 году в нескольких километрах от города Александрия французские археологи не обнаружили его под водой. Исследователи считают, что Тунис-Гераклион некогда был воротами Древнего Египта в Средиземное море. Он представлял собой процветающий портовый город и еще 13 веков назад являлся крупным торговым центром. В конце 8 века пришедший в упадок город был разрушен сильным землетрясением и вызванным им цунами, а затем исчез под водой. В ходе раскопок археологи обнаружили множество артефактов, в том числе золотых и серебряных предметов, которые, вероятно, использовались в ритуальных церемониях благословения фараонов при их восшествии на трон. Среди бесценных сокровищ также выделяются фрагменты храма, посвященного Амону, одному из значительных божеств древних египтян, монументальная статуя из красного гранита, изображающая бога плодородия Хапи, и бронзовая структура царя и бога Осириса. Рунгхольд, Германия. По информации The Times, стародавнее поселение было найдено под слоем ила Северного моря. На его территории археологам удалось обнаружить фундамент древней церкви длиной 40 метров и шириной 15 метров. В своей работе ученым частично удалось реконструировать карту города. Но что случилось с этим поселением? Согласно легендам, Рунгхольд или немецкая Атлантида был затоплен во время наводнения святого Марцелла в 1362 году. Историки считают, что этот шторм унес жизни около 25 тысяч человек и уничтожил ряд населенных пунктов. Археологи предполагают, что Рунгхольд был важным городом и портом в Северной Фризии, в районе современной Германии, который в средние века принадлежал датскому герцогству Шлезвиг. В нем могло быть до 500 домов, в которых жило около 3000 человек. На шумных улицах Рунгхольда велась торговля сельскохозяйственной продукцией, рыбой, устрицами, рыболовными сетями и янтарем. И в один момент все кануло в лету. Легенды рассказывали, что шторм стал наказанием жителям за грехи, пьянство, безбожие и гордыню из-за богатства. Ятлит-Ям, Израиль. Это одно из старейших затонувших поселений, когда-либо обнаруженных учеными. Возраст руин Ятлит-Ям по версии современных ученых составляет не менее 9000 лет. Просто вдумайтесь в эту цифру. Обнаружили Ятлит-Ям случайно в 1984 году, когда искали на морском дне остатки затонувших кораблей. Теперь этот древний город непрерывно исследуют ученые. Однако причина затопления Ятлит-Ям остается главной загадкой. Многие исследователи считают, что поселение постепенно ушло под воду из-за таяния ледников и расширения границ Мирового океана. Другие же склоняются к версии внезапного цунами. Несмотря на возраст, город отлично сохранился. Археологи обнаружили остатки прямоугольных домов, очагов, кремниевые орудия труда. Даже скелеты в здешних могилах все еще остаются нетронутыми. Предполагается, что местное население тогда жило на побережье, обрабатывая землю и занимаясь ловлей рыбы для пропитания. Но больше всего вопросов вызывает другая находка – 7 огромных каменных монолитов, установленных полукругом возле пресноводного источника. Каково было их предназначение? Павлопетри, Греция. Город Павлопетри был расположен у берегов южного побережья Лаконии, на острове Пелопоннес. Его история насчитывает уже более 5000 лет. Масштабы города просто поразительны. Его улицы раскинулись на площади порядка 30 тысяч квадратных метров. Павлопетри был открыт в 1967 году исследователем Николасом Флемингом и официально нанесен на карту год спустя командой археологов из Кембриджского университета.
университета. Это первый затопленный город, который был исследован с применением трехмерного цифрового моделирования. Его прошлое специалисты обрисовали так. Важный транспортный узел с большими запасами медных рудников, с жилыми кварталами, административными зданиями, заводами по производству гончарных изделий, рынками. В общем, богатый сельскохозяйственный район. Но почему процветающий портовый город мог оказаться под водой? Ученые предполагают, что Павло Петри был затоплен после 3 катастрофических землетрясений, которые произошли в этом районе около 1000 года до нашей эры. Подводные руины Йонагуни, Япония. Между Восточно-Китайским морем и Тихим океаном находится загадка, окутанная тайной. В этом месте неподалеку японского острова Йонагуни в 1985 году во время туристической экспедиции были обнаружены массивные подводные образования. Происхождение этих образований породило жаркие споры. Являются ли они полностью естественным образованием, либо имеют частичное или полное искусственное происхождение? Никто точно не знает. Центром подводной архитектурной схемы Йонагуни являлось строение высотой 42 метра и сторонами 183 на 150. Оно состояло из 5 этажей. Около центрального объекта также находились небольшие пирамидки с высотой до 10 и шириной в 2 метра. Хотя происхождение руин Йонагуни остается неизвестным, некоторые люди считают, что это остатки давно утраченной тихоокеанской цивилизации. Возможно, строение было возведено японским доисторическим народом Джамон, датируемым еще 12-тысячным годом до нашей эры. Порт-Роял, Ямайка. Порт-Рояль был излюбленным местом пиратов, дом легкого поведения и различных авантюристов. Он считался наиболее злым и греховным городом в мире, пока 7 июня 1692 года не произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7 баллов. 2/3 города сразу сползли в море и в течение 2 минут покрылись водой. Гигантское цунами накрыло город, погибло более 2000 жителей. После катастрофы город продолжал погружаться под воду. Сегодня большая его часть находится на средней глубине 15 метров. Современный Порт-Рояль – это небольшой прибрежный поселок, чье население не превышает 2000 человек. Масштабные исследования подводной части Порт-Рояля начались в середине прошлого века и продолжаются до сих пор. Ведь руины некогда процветающего города все еще покоятся на дне местной гавани, что привлекает сюда археологов и дайверов. Дварка, Индия. В индуистской мифологии Дварака или Дварка – столица царства бога Кришны. По легенде, Двараку возвели за одну ночь, и просуществовала она около 10 тысяч лет. А через 7 дней после смерти Кришны город поглотило море. Руины, обнаруженные в конце прошлого века индийским доктором археологии Рао, вдохнули жизнь в это старое предание. Остатки города находятся на дне Аравийского моря на глубине 40 метров, в бухте современного города Дварака. Проведенные акустические исследования показали, что город сохранил на удивление четкие геометрические формы. В результате раскопок нашли стены, мощенные плитами дороги, изготовленные из известняка скульптуры. Также археологи извлекли из-под воды множество ценных артефактов, возраст которых оценивается от 2 до 9 тысяч лет. Уцелевших зданий не было, но контуры застройки можно проследить по дорогам. Когда-то Дварка был настолько прекрасен, что в манускриптах его называли «сказочное царство». По предположению ученых, город накрыло огромной волной цунами в середине 2-го тысячелетия до нашей эры. Баи, Италия. Когда-то Баи был Лас-Вегасом Римской империи, место отдыха для сказочно богатых, убежище порока, курортный город, предназначенный для римской элиты, включая Юлия Цезаря, у которого там была своя вилла. Модный в свое время город располагался на берегу Тихой бухты недалеко от Неаполя, но место, на котором был возведен островок Порока, славилось своей вулканической активностью, поэтому из-за частых землетрясений Баи стал медленно погружаться под воду. В 8 веке нашей эры город полностью скрылся в водах Неаполитанского залива. Исследования города начались с 1941 года и продолжаются до сих пор. Сейчас руины курорта находятся под водой в 100 метрах от берега, на средней глубине 10 метров. Их можно осмотреть на подводных экскурсиях или через прозрачное дно специального прогулочного судна. В чистой морской воде прекрасно сохранились остатки храмов Венеры, Дианы и Меркурия, античные скульптуры и мозаики, руины грандиозных дворцов. Данвич, Великобритания.
В настоящее время Данвич – британское село, расположенное в Восточной Англии, населением около 100 человек. Однако когда-то Данвич являлся 10-м по численности населения городом средневековой Англии. Имел порт с удобной гаванью и блестящими перспективами, но из-за череды мощных ураганов, накрывших город в 13 и 14 веках, почти полностью скрылся в водах Северного моря. Жители были вынуждены покинуть свои дома и искать убежище в других городах и деревнях. Спустя десятилетия Данвич превратился в забытое воспоминание. Однако сегодня затонувший город привлекает энтузиастов дайвинга и исследователей. Поскольку у дна залива вода очень мутная, водолазы использовали метод акустической визуализации. Таким образом, они нашли следы кораблекрушения и несколько построек, в том числе церкви и, предположительно, здание таможни. Найдено было также множество гончарных изделий, датированных эпохой Высокого Средневековья, когда город еще процветал. Шичен или Львиный город, Китай. Его называют самым впечатляющим подводным городом в мире. Посмотрите, Львиный город в Китае и вправду невероятно красив. Он находится на дне озера Тяньдаоху, или озера Тысячи островов. И не по вине природы, а из-за человеческих поступков. В 1959 году китайские власти затопили долину для того, чтобы возвести гидроэлектростанцию. Одним решением правительство Китая похоронило под водой 2 великолепных древних города, одним из которых был город Шичен, возраст которого превышает 1300 лет. До затопления в городе было 5 городских ворот с башнями, 6 основных каменных улиц, которые соединяли каждый уголок города, и множество других старинных строений. Здесь каждая деталь заслуживает отдельного внимания. В 2001 году возле озера был открыт современный дайвинг-центр, где все желающие могут собственными глазами полюбоваться на прекрасно сохранившиеся остатки Львиного города. На этом у нас все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поделиться в комментариях, рискнули бы вы погрузиться под воду, чтобы собственными глазами увидеть остатки затопленных городов. Если да, то какой город вы бы выбрали?